Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Минер, и буквально там несколько часов назад запустилась запустилась вот эта вот игра от Biswap. Мы в нее сейчас пойдем играть, на примере покажу, что там, в общем-то, нужно, но для этого сначала давайте посмотрим, что у меня есть. У меня есть два автобуса третьего уровня и есть три персонажа, но этого первого персонажа пока не считаем, тоже третьего уровня, а мне они как раз дадут 3000, это нам позволит сыграть в конкретную игру. Так, в принципе, где у нас тут правила были? Вот, смотрите, третья игра, 3000, шанс выиграть 87, то есть можно и проиграть, кому как повезет, и нужно иметь в стейкинге 40 BSV. Ссылка на это все дело будет в файлике. Под каждым видео есть файлик, который называется «Выбираем правильный SSD NVMe», но это еще со времен ЧЕ он называется. Я здесь добавил вкладочку Biswap Game, и вот здесь вот эта вот табличка. И в ней вы сейчас видите, сколько какая игра приносит долларов. То есть я буду пытаться сейчас зайти в третью игру, которая за раз, вот вы нажимаете, ну, покажу все, что нужно, нажимаете, вы сразу получаете результат. Вы либо выиграли, либо проиграли. Если вы выиграли, то вам дадут сразу 23 доллара. 23 доллара, это уже переведенных, там 70% нам выплачивают в BSV награду, и остальное там в BNB. Ну, суммарно это выходит 23,6 доллара за одну игру. Игроки перезаряжаются 2 дня, то есть мы можем играть раз в 2 дня. Ну и суммарно получается, то есть за 60 дней они мне принесут 615 долларов. И примерно 150-144 доллара я заплачу за контракты, сейчас вы это увидите. Ну и по идее 500 долларов почти за 2 месяца это все должно быть в плюсе. Ну а потратил я на это все дело 3 по 40, 120 долларов. И автобус, ну в смысле BSV, 120 BSV. И плюс еще там 23 BSV, 120 плюс 23. Вот столько BSV, сейчас курс просел 1,5, но я потратил, ну там 200 долларов, ну пусть даже 250 долларов возьмем по курсу, тогда был курс больше. Ну, мои-то BSV вообще по курсу 1 покупались, ну ладно. Нам сейчас нужно будет покупать 3 контракта по 32 BSV, то есть мне сейчас нужно немножко снять BSV со стейкинга. Или даже не снять, а может прикупить. Почем у нас сейчас курс? Курс 1,57. Давайте зайдем в Exchange. У меня 50... так, что это ты расконнектился? Так, у меня... Где тут мой BS? У меня BSV-шек 51 BSV-шка. А мне нужно будет, ну, короче, чтобы хотя бы 70 здесь там было. Так. У меня в какой там валюте у меня, собственно говоря, да, в этом. И BSV-шки купить. Допустим, если я хочу купить 50 BSV. 50 BSV это 78 долларов. Ну, давайте свап. Надеюсь, сейчас, короче, оно, в принципе, все довольно лагало в начале записи. Не знаю, как, правда, сейчас будет. Быстро все, не быстро. Потому что не у всех даже получалось зайти в игру. Ну, вроде как бы транзакция пролетела быстро. Ссылку на игру я оставлю в описании. Ссылка реферальная. Опять же, она будет давать вам скидку, потому как бы не пренебрегайте. Переходите по реферальной ссылке, по моей, либо по чьей, либо другой, неважно. Так, вот у меня есть 100 BSV. Нажимаем Start Game. Так, первое, на что нам перебросило, это вот стартовое окошко игры. Мы видим наш баланс. Награда, вот это окошко награда, она по нулям. Здесь есть ссылки сразу перехода на стандартные эти меню Biswap. Видите, у меня сейчас числится 3400 энергии. Это 3 игрока по 1000 второй энергии. 1 игрок первого уровня 400. Вот 4 из 6. И 2 из 2 автобусов. Также вас может не пускать в игру, если у вас превышены эти лимиты. Если у вас в аккаунте 4 автобуса, перебросьте их на другие аккаунты. То есть оставляйте в одном аккаунте не больше 2 автобусов и не больше 6 игроков, чтобы не возникало вопросов. Первое. Теперь нам нужно подтвердить вот это вот все наши игры. Вот то, что вы видели в табличке. Вот игра 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот это они есть. Вот игра 1 900, 2 3, 4, 5, 6. Вот 7000. Ну вот пропустил. 5000. Мы будем сейчас пытаться играть вот в эту игру. Нажимаете Approve. Approve это согласиться с контрактом. Вы пока что за это ничего не платите. Ну, кроме там комиссий.
И, кстати, здесь, да, можно нажать Edit, посмотреть. Не, ну тут нормальная цена. Цена газа 12 центов. Мы платим за Approve. Давайте. Между аккаунтами можно перекидывать и автобусы, и игроков прямо вот отсюда. Ну, сейчас мы дойдем, и я вам это все дело покажу. Так. Транзакция прошла. Кнопка старт у нас не активна, потому что у нас еще не подтверждены и игроки. Смотрите, что мы можем сделать. То есть можно каждого игрока подтверждать отдельно. Так, а мне вот эту вот барышню надо отсюда убрать. Так, давайте мы ее сейчас перекинем на второй контракт какой-то. Потому что я не хочу сейчас на нее покупать контракт. Давайте переключимся, скопируем. И переключимся обратно. Давайте нажмем Send. Вбиваем сюда наш адрес 72 в конце. Да, главное не ошибиться. Нажимаем трансфер. Потому что я не хочу на нее покупать контракт. Покупать контракты будем сейчас сразу на 60 дней. Пока оно там прошло. Так, а ну-ка, где здесь 32,4 БСВ, ну вот 145 по новым данным. Вот видите, я выделил здесь строку. Первые 45 дней наши игроки будут неприкасаемые. То есть сколько у них есть SE энергии, столько и останется. Через 45 дней за каждую игру, по-моему, или за каждый день будет сниматься 1%. То есть это имейте в виду. Также пока не забыл, по поводу сотрудничества с Binance и перспектив BISWAP, вот вы видите перед собой на сайте Binance в разделе NFT, вбивайте в поиск BISWAP, и вы можете увидеть, что там уже заанонсированы персонажи игры Squid NFT World. Так что, думаю, все будет хорошо. И несмотря на то, что сейчас идет коррекция, вот кто-то ждал, ну, я тоже говорил о том, что до выхода игры курс будет по Любасу расти, а дальше там, ну, уже, да, вот кто-то зафиксировался, и сейчас мы посмотрим, в итоге вот уровень, в принципе, пока что удержался, даже вот если мы ниже 1.40 не уйдем, пока все хорошо, но если пробиваем 1.40, то как бы, ну, вот можем и на доллар долететь. Такая вот объем просто был гигантский, но если этот объем остановится здесь, то будет хорошо. Так, переходим дальше в игру. Вот персонажа нет. И сразу вам говорю, пользуйтесь вот этой кнопкой. Купить контракты сразу на всех троих. То есть, если вы будете покупать по одному, вы за каждого будете отдельно платить комиссию. Сейчас есть возможность, на скидку не смотрите, то есть, что покупать по одному, 32,44, что купить здесь вместе, все, получается 97 БСВшек. Мне сейчас нужно будет заплатить. Ну, да, нормально, как раз мне должно хватить. Так, ну давайте сейчас тут, насколько я знаю, тут комиссия была конская в начале. Да, вот здесь, по-моему, 400 должно пройти. Вот так вот. Давайте нажмем Save и нажмем Confirm. Ну, должно проходить. По-моему, там даже 350, по идее, проходит. То есть уменьшайте свои затраты на комиссии. Ну, попробуем. Надеюсь, это все дело сейчас пройдет. Опять же, да, все прошло без проблем. Не нажимайте здесь, вот в разделе игроки, не нужно нажимать Approve, потому что это имеется в виду Mint. Если у вас игроков нет, то вы будете покупать их здесь. Вот по $30, по 19 БСВ. Если у вас игроки есть, вам не нужно нажимать Mint. Так. Автобусы. Ну, опять же, это Mint, это их покупать. Мне покупать не надо, у меня есть 2 автобуса. Так, давайте в раздел Games. И да, у меня, поскольку у меня там застейкано где-то в разделе Launchpad, опять же, можно перейти из самой игры. Где эта фигня? Блин. Вот из самой игры, вот BISWAP Launchpad, можно перейти сюда же, но у меня вот здесь, я покажу, что у меня застейкано здесь 300 БСВ вроде как еще. Остальное БСВ, да, вот 339 БСВ у меня застейкано, потому меня впускает в игру. В игру вас может не пускать, опять же, если у вас превышены лимиты, если у вас не застейканы ваши
монетки. Вот эта вот циферка, вот 30, 20, 40, 50, это то, что вам нужно быть застейкано. Ну, вот сейчас я зайду, нажму старт, и с вероятностью там 87% я получу награду. Вот такую вот награду. Но могу получить и бублик. Сейчас мы с вами это все дело узнаем. Так, давайте тут посмотрим, что нам тут за комиссию. Опять же, просит дофига. Так, 400 тысяч. Правильно? Я там часом нолик лишний. Вот, ну, пальцы накрест, а то будет обидно. И после этого мы будем ждать 48 часов, пока у нас освободятся. То есть получается, но один автобус, да, мы выиграли, и это круто. То есть мы получили 10,57 БСВ. Давайте сразу мы пересчитаем. 10,57 умножить на 1,54, или какой там сейчас курс, это у нас 16,2. А теперь это все дело умножить на 0,3 и плюс 16,2. Ну, вот такая вот награда у нас получилась. Ну, потому что 10,57 это 70% от нашей награды, а остальное это вот это ВБНБ. 21, сколько у меня здесь написано? Здесь получается 23, ну, может курс разный, или плюс-минус сейчас курс скачет, потому может как бы немножко не так. Табличку то потом можно будет откорректировать. Так, ну, мы, в общем-то, сыграли и получили награду 10,52. Но сразу же вас предупреждаю, если вы наведете на этот значок, вы увидите такую прекрасную надпись. Current fee, то есть текущая это комиссия. Если вы нажмете сейчас Harvest, с вас снимется 27% от вашей награды. Этот процент за съем будет уменьшаться каждый день на 1,5%. Где-то вот здесь это все дело должно быть написано. Реферальная программа. Winnings. Wide где это барахло должно быть написано? Да, вот. Каждый день процент будет уменьшаться на 1,5, и через 18 дней вы сможете взять свою награду чисто. Потому не спешите выводить, но это вообще не имеет никакого смысла, если вы будете выводить. Ну, вроде как так. Squid Energy пока что ее прокачивать нельзя, но по идее она будет точно прокачиваться так же, как и Робби Бусты на робиках. То есть вам нужно будет на обменнике накручивать оборот. И это не очень выгодно звучит. Ну, в смысле, если у меня вот игрок есть 1000 уровня, мне, чтобы, допустим, увеличить его прокачать... Допустим, у меня 3 игрока по 1000, а следующая игра, допустим, у нас вот 4000. Мне нужно добавить еще 1000. А 1000 SE энергии. А по аналогии с Робби Бустом, один буст стоит, ну, минимум $1,5. То есть мне нужно добавить, извините меня, $1500. Ну, если они там что-то не поменяют, если математика будет такая, то это вообще невыгодно. Проще, естественно, купить на рынке. На рынке новых персонажей. Где это наш? Давайте на маркет зайдем. Что у нас тут? 50 БСВ. Ну, сейчас пока что, в общем, математика хорошая, ребята, все выгодно. Ну, да, 47, это мои, которые я покупал по 40. Сейчас они стоят в районе 60, по-моему. Давайте сейчас мы... без свап-плеерсов посмотрим, что здесь есть. Ну, пока что, наверное, нет, потому что это, наверное, будет не на 1000, это на 700, да, то есть разгребли вот этих всех игроков пока что. Вот, 58, это, по идее, должен быть он. Да, это на 1000 игрок, у которого максимум 1400. То есть его еще можно прокачать. Неплохой игрок. Также, наверное, предостерегу вас, не покупайте вот этих вот персонажей. Вот, ну, уже, может, и можно покупать, но
возможно, стоит воздержаться. Потому что еще до начала запуска игры по контракту как-то там ребятам каким-то прохаванным получилось выкупить персонажей. Ну, то есть они по факту как бы вот сыграли через минт, вот через HD Player, они поминтили игроков, то есть по определенному контракту, доплатили, и им выпадали игроки, которых еще не было на тот момент в продаже. То есть в продаже были только вот эти вот барышни, были вот эти вот мужички, и были у тебя более дорогие с цепями. Других персонажей я не видел. То есть вот этих негров не было, ни барышень, ни мужиков не было, негритянских, ни вот этой барышни с длинными волосами тоже не было. Потому, не знаю, наверное, ну, с покупкой этих персонажей, наверное, стоит подождать. Вот у нее 1600 энергии, она стоит 200 БСФ. Ну, пока что это не очень выгодно покупать дорогих персонажей и автобусы 4 уровня. Проще собрать 2 команды и их отправить. Пока что. Ну, такие впечатления складываются. Это, опять же, на первый взгляд. Потому что, если посчитать по математике, пока что особой разницы между тем, что вы играете в первый, во вторую там, или в 6-ю игру, разница минимальная. Там разница, ну, не пару процентов. Так что, ну, пока так. То есть уже, это сейчас на скорую руку, ребята. Просто только прибежал с метро, с работы, и вот что успел, то записал. В общем, вам показал, ну, по минимуму рассказал, что нужно. Ждите следующих видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Все полезные ссылки будут в описании. Ссылка на этот файл тоже в описании. И под этим видео тоже будут, в общем-то, все нужные ссылки. Всем пока!